Какое прекрасное утро! Какой сейчас год? Черт, я же должен видосы снимать! Но сначала я должен сказать, что у меня теперь есть покровитель канала — Лач. Возможно, было даже лучше. Привет, народ! Постоянные зрители моего канала знают, что я люблю необычные гаджеты. И сегодня я вам в очередной раз расскажу и покажу очередную штуку, про которую нормальные люди скажут: да нафига эта фигня нужна? На этот гаджет решили скинуться мои подписчики к моему дню рождения, при условии, что я сделаю на него обзор. Так вот, огромное спасибо подписчикам. Савелий Савенок, Павел Дружини, Киноман, Артем, Виталий Панкратов, Дима Ёлкин, Георгий Шевский, Владимир Бобков-Мелех, Евгений Скворцов, Бэдвульф, Артур Чурло, Адерназот, Андрей Зуев, Джек Энквист, Грависус, Данило, Паук-Порошок, Программ Пауэр и Бородистер. Простите, если кого-то неправильно произнес. Так вот, делаю обзор. Если что, мой день рождения был в ноябре, так что поздравлять уже поздно. Хотя в рамках моего канала это, можно сказать, вчера. Речь сегодня пойдет про U-Console от Clockwork. Это вот такой вот портативный компьютер. Сейчас такие модно еще называть кибердек. Сначала я сам не понял, зачем мне эта штука нужна. А потом внезапно ко мне пришло осознание. Да это же, по сути, ноутбук в кармане, только с клавиатурой под два больших пальца, и который еще можно использовать без стола. Привет, это монтирующий кластер. Видео получается весьма длинным, так что используйте переход по клавам, если не хотите, например, смотреть про то, что лежит в коробке, или как это собирается. Тут стоит сделать небольшое отступление про клавиатуры. Я всегда обожал гаджеты с полноценными QWERTY-клавиатурами. У меня были всякие Nokia E61, E62, E71, E72, HTC Touch Pro 2, HTC Desire Z и что-то еще, наверное, я уже даже не помню. У всех у них были свои плюсы и минусы, но больше всего мне нравился все-таки форм-фактор именно Nokia E-серии, где нет никакого раскладного механизма, а ты просто достаешь телефон из кармана и сразу печатаешь. Сразу начинаешь отвечать на сообщения или писать код. Но время диктует свои правила. Экраны начали становиться все больше и больше, совсем не оставляя места под клавиатуры. А на презентации первого айфона Стив Джобс решил прям всех убедить, что аппаратные кнопки почти не нужны. К сожалению, так работает маркетинг. Проще убедить людей, что им нужно что-то неудобное, чем производить что-то удобное и учить этим пользоваться. И, в общем-то, с появлением возможности вводить текст непрерывным движением пальца, делать это снова стало удобно и быстро. Но этот ввод работает по словарю. И вся эта система ломается, когда нужно вводить код или консольные команды. Да, я тот извращенец, которому может приспичить попрограммировать или что-то настроить на сервере в дороге. Помню, как я сидел на даче и прямо с телефона писал на ассемблере код загрузчика для своей многоигровочки, компилируя удаленно по SSH его и проверяя удаленно через RDP на эмуляторе. Да, это изврат, но что поделать, вот приспичило реализовать идею прямо здесь и сейчас. Бывает у меня такая ломка. Последние годы нормальных смартфонов с QWERTY-клавиатурой вообще не стало, и я спасаюсь разве что наличием пера и хакерский борт. И отдельно стоит отметить, что я ненавижу ноутбучные клавиатуры. На этих урезанных низкопрофильных клавиатурах я просто не попадаю в клавиши. Ну и все-таки ноутбуку очень желателен стол, который не всегда доступен. Я уж молчу о том, что ноутбук — это явно не то, что всегда будешь таскать с собой в сумке. Я Nintendo Switch редко с собой беру из-за его размеров и веса. Но вы поняли уже, что я отбитый на голову. Давайте перейдем к анбоксингу. А нет никакого анбоксинга. Я отснял 3 часа видео, и сейчас эти данные утеряны. Вот так бывает. Да, я уже пересмотрел свою политику бэкапов, и теперь каждую ночь весь футаж заливается на магнитные ленты Амазона. Так что я положил все назад в коробку и сделаю вид, что открываю ее впервые. А вы сделайте вид, что вы думаете, что я открываю ее впервые. Хорошо? Но мои первые впечатления, конечно, уже не передать. Итак, это по сути open-source конструктор, который добавляет к Raspberry Pi экран, корпус и клавиатуру. Только используется там не обычный Raspberry Pi, а вот такой вот compute-модуль. Это Raspberry Pi, но в формате чипа для встраивания, то есть без лишних разъемов.
Сделана она не для обычных пользователей, а для тех, кто собирает собственные устройства. Так можно взять полноценные мозги от Raspberry Pi в виде компактной платы и самому уже решить, какие нужно вывести порты на своем устройстве. Это как процессор обычного компьютера без материнской платы. Ну, не совсем, но что-то близкое. Вот одним из таких устройств и является U-Console. Итак, что же у нас в коробке? Хорошая и понятная инструкция по сборке, на первой странице которой написано «Don't panic». Подозреваю, что это отсылка к автостопам по галактике. Корпус, между прочим, металлический. Я был очень приятно удивлен, когда об этом узнал. Потому что изначально я думал, что корпус пластиковый, а тут прям алюминий, насколько я понимаю. Круто. Еще у нас здесь пакетик винтиков. Огромный респект разработчику за то, что он положил их с запасом. Один я уже умудрился потерять. ЖК-экран на DSi интерфейс. 5 дюймов, 720p. То есть разрешение 1280 на 720. Это опять монтажный кластер. Я тут подумал, что надо бы уточнить, что у этого экрана нет тачскрина. А то меня еще об этом точно 100 раз спросят. Плата клавиатуры. Она подключается к самой консоли по USB в виде вот таких вот пого-пинов. То есть ставится и прижимается, и получается контакт. На этой плате куча тактовых кнопочек. К этой клавиатуре идет вот такой вот белый лист. Судя по всему, это для того, чтобы рассеивалась подсветка. Ну и накладка с кнопочками. Бывает только английский вариант. Версий под другие языки, к сожалению, нет. Ну, какая разница, если после некоторых тренировок кто угодно начнет печатать вслепую. Еще тут есть плата питания, на которой, по сути, кроме отсеков под аккумуляторы формата 18650, почти ничего нет. Только диоды для защиты от переполюсовки и предохранителя. Сами аккумуляторы в комплект не входят. Основная материнская плата, на которой куча различных разъемов и, в первую очередь, контроллер заряда и контроллер управления питанием. Еще тут зачем-то Wi-Fi Bluetooth модуль и разъем под антенну. Но они не используются. Все это уже есть на самом компьютер-модуле, и я так понял, что они здесь только для обратной совместимости. Еще на материнке есть разъем под шлейф, на который выведены стандартные 40 пинов, которые есть на любой обычный Raspberry Pi. Это очень полезно. Еще здесь есть вот такая вот плата-переходник, которая соединяет компьютер-модуль и материнскую плату. Здесь используется разъем DDR2 SODIMM, но, конечно же, на самом деле это никакой не DDR2, просто разъем взят такой же, на 100 или сколько тут, 200 контактов. Вот так вот эта штука вставляется и защелкивается. А сверху ставится сам компьютер-модуль. Вот так. Такой вот получается бутерброд. Потом здесь есть плата, которая вставляется в материнку в порт расширения формата PCI-Express. Опять же, конечно же, здесь не PCI-Express, а просто взят такой же разъем. Я смотрел схему, конечно же, схема тоже есть в открытом доступе. И здесь выведены разъем под камеру, звук и обычный GPIO. В данном наборе на этой плате ничего не распаяно. Есть версия набора, где здесь 4G модуль, и сюда можно вставлять сим-карту. Тут даже в комплекте есть два варианта боковой заглушки. Обычная и с отверстием под антенну. Лично я в 4G модуле смысла вообще не вижу. Помимо того, что на эту плату можно распаять что-то самому, как я уже сказал, сюда выведен звук. И здесь есть контакты под динамики. Они лежали вот здесь. Я их уже приклеил к корпусу. Они на двустороннем скотче были сразу. И здесь у них есть контакты, которые прижимаются вот так вот к этой плате расширения. И на них выводится звук. Да, расположение динамиков очень странное. Еще здесь есть трекбол. Еще здесь есть трекбол, который ставится на клавиатуру. Здесь вот стоят датчики холла. Так вот он ставится и работает вместо мышки. Под трекболом есть еще кнопочка, так что на него можно еще и нажимать.
Еще здесь в комплекте был ключ-шестигранник, но я его сразу выкинул. Девать их уже просто некуда. Еще тут была Wi-Fi антенна, но она настолько всратая, что в интернете везде пишут, что ее лучше сразу выкинуть и поставить нормальную. Ну, что я и сделал. Может быть, я не совсем нормальную поставил, но явно лучше. Еще в другом варианте набора здесь лежал бы компьютер-модуль. А именно Raspberry Pi 4 с 4 гигами оперативки. Ну, я решил взять без него и купить отдельно компьютер-модуль с Raspberry Pi 5 на 8 гигов оперативки. В наше время 4 гигабайта оперативки — это совсем смешно. Вообще, надо было брать сразу на 16 уж. А, да, тут еще в комплекте лежал пакетик с термопутти. Это как термопаста, но с консистенцией пластилина. Дело в том, что здесь применено весьма такое интересное инженерное решение. Корпус-то металлический, и разработчик решил использовать его в качестве пассивного охлаждения, как радиатор. То есть вот этот компьютер-модуль прижимается к задней стенке с помощью этой термозамазки, термопластилина, и отводит на нее тепло, без использования каких-либо вентиляторов. То есть вот так вот ставится компьютер-модуль, прижимается к корпусу через термопутти, и на корпус отводится тепло. Ну, я термопутти выбросил после того, как он у меня засох, и поставил вместо него обычную термопрокладку. И, наверное, зря, потому что перегреваться стало чаще. Я специально не начал обзор с цены на устройство, чтобы вы поняли, из чего она складывается. Вот этот вот набор без компьютер-модуль и без 4G модуля стоит на сайте производителя $130. Цена на вычислительный модуль же сильно варьируется от $45 за Raspberry Pi 4 с 1 гигабайтом оперативки до что-то около $250 за Raspberry Pi 5 с 16 гигабайтами. Да, конечно же, надо еще докупить SD-карту. Изначально я думал, что мне карточки на 32 гигабайта хватит с запасом, но на практике с трудом хватало карточки на 64 гигабайта. Сейчас же я вообще воткнул туда карту на 256 гигабайт. Ну и два аккумулятора формата 18650. Хоть и недорогие, но тоже стоят денег. Ну и еще сюда можно прибавить стоимость различных аксессуаров или их разработки. Потому что народ с этой штукой что только не делает. Самые разные модификации. Есть даже наборы, чтобы сделать из U-консоль SDR-радио портативное или просто поставить туда SSD. Да, дорого для такой игрушки, но на самом деле для мелкосерийного и узкоспецифичного устройства это вполне адекватная цена. Я вам говорю как человек, который испытал это на своей шкуре. Так и цена на коттедж для Dendy может стать очень высокой. Обратите внимание, что на Алиэкспрессе цены за U-консоль просто какие-то космические. Там можно найти набор с 4-й Raspberry Pi за $1000. При этом там написано, что это еще и со скидкой. А вариантов без компьютер-модуля я там вообще не нашел. Не знаю, почему так. Конечно, лучше всего покупать на сайте производителя. Но там только предзаказ. То есть ты платишь деньги, а устройство тебе высылают только через 3 месяца или даже позже. Видимо, такие мелкосерийные устройства производят непосредственно под заказ. И мне ждать не хотелось. Что же я сделал? Я воспользовался ChatGPT в режиме исследования и попросил найти мне магазин, где U-консоль есть в наличии, где цена вполне адекватная и где есть доставка в Германию или Сербию. И через несколько минут я получил ссылку на какой-то магазин в Чехии. Там была цена примерно в $150, что, в принципе, не сильно больше, чем на сайте производителя. Я готов был переплатить за скорость, тем более хотелось получить эту штуку к своему дню рождения. Так что с помощью переводчика с чешского и какой-то матери я смог заказать последний экземпляр, который был там в наличии. Как же сильно нам стали помогать нейросети. Сам я вот никогда бы не смог найти этот магазин. Ладно, хватит болтовни, давайте соберем уже эту штуку.
А знаете, я кое-что добавлю. Push it on the stack, hop it right back. Registers flashing, no turning back. Live my dreams in the sun because Итак, в итоге у нас получается вот такой вот кирпич. Да, карманным его назвать сложно. На картинках он казался меньше. Ну, зато у него экран не совсем микроскопический, но об этом позже. Справа у нас порты Type-C для зарядки, micro-HDMI, обычный USB Type-A и внезапно даже мини-джек для наушников. Слева у нас заглушка порта расширения. Если бы у нас был 4G модуль, здесь была бы антенка. Ну а так я могу что-то свое сюда поставить. Сзади у нас Wi-Fi антенна приклеена, кнопка включения, разъем для microSD карты и тут я вывел шлейф порта расширения. Жалко, что разработчик не сделал здесь полноценную гребенку порта расширения, как на взрослых Raspberry Pi. Ну или хотя бы была бы возможность подключать этот шлейф, не разбирая устройство. Ну, да ладно. Зато при таком решении легче ставить модули непосредственно внутри этой штуки. А с обратной стороны у нас есть подставочка, что очень приятный бонус. Иногда нужно просто следить за процессом компиляции или за выводом логов. И при помощи такой подставочки удобно ставить эту штуку на стол. Хотя на мой вкус стоило сделать эту подставочку повыше. Вот как у моего мультиметра. Ладно, я вас, наверное, уже совсем утомил. Уверен, каждый второй из вас, а то и каждый первый уже кричит: да включи ты уже эту штуку и покажи, что она умеет. Запишем же на microSD карточку операционную систему. Опять же, давайте представим, что я это делаю в первый раз. Существуют как официальные образы, так и куча сборок от пользователей. Я взял свежий образ Debian. Люблю Debian, хотя там обычно и весьма древние версии пакетов. Свежие всегда можно собрать самому. Так, стоп. Сейчас-то она заработает, но когда я это сделал в первый раз, я получил лишь кирпич. У него даже не сгорался экран. Вот что делать в таком случае? Совершенно непонятно, в чем может быть проблема. Может быть, сам компьютер-модуль сломан, может быть, что-то с какой-то из плат, может быть, тупо где-то контакт отходит, может быть, сам образ битый или сама SD-карта. Опять же, жалко, что не сохранилось видео с моими эмоциями. Это непередаваемо. Зато сохранилось видео, которое я записал после. Конечно же, я не смог дождаться выходных. И вот 3 часа ночи я наконец-то заставил эту штуку включиться, просто включиться. Пердолинг начался немножко раньше, чем я ожидал. Оказывается, надо сначала обновить прошивку Compute Module 5 до свежей версии. Для этого записываем на SD-карточку специальный официальный образ, вставляем ее, включаем консоль. Она показывает, опять же, черный экран и ничего более. Но на самом деле в этот момент обновляется прошивка и устанавливаются новые настройки. После этого консоль выключаем, записываем снова образ с операционной системой, вставляем SD-карточку, и теперь уже все будет работать. Я нигде в интернете не нашел этих инструкций. Как-то допер сам с помощью ChatGPT. Надеюсь, я сейчас кому-то сэкономил очень много времени и нервов. Давайте уже ее включим. Зажимаем кнопку включения на секунду. Блин, я что-то все-таки сломал. Ай, я дурак. Я же сам разрядил аккумуляторы в ноль, чтобы проверить их емкость. Об этом чуть позже. Ладно, нажимаем кнопочку. А дальше мы получаем обычный Linux. И вот тут людей можно поделить на две группы. Первые — это люди, знакомые с Linux, которые уже знают, как все настраивать и как решать возникающие проблемы. Такие люди почти не заметят разницы между eConsole и обычным настольным компьютером. Почти, потому что тут все-таки ARM-архитектура. Но это обычно не проблема для open-source проектов. Доступны все те же привычные приложения. Chromium, Telegram, GIMP можно рисовать.
Visual Studio Code, программируем. Можно даже в KiCad проектировать пуаты. Но есть еще и вторая группа людей, которых явно большинство. Это люди, незнакомые с Linux. И для таких попытки что-либо настроить будут превращаться в лютый пердолинг. Хотя сейчас с нейросетями и агентами стало гораздо проще. Я же нахожусь где-то посередине. У меня Linux установлен везде, но не на настольном компьютере. Моя позиция такова, что Linux хорош на серверах и там, где его напрямую не видно. На десктопе же я все-таки предпочитаю Windows. Думаю, macOS на эту роль тоже сгодится. Но тут дело вовсе не в любви к винде, а в любви к программам под винду. Дело в том, что под Windows очень много приложений, которые на Linux или отсутствуют, или имеют весьма низкокачественные аналоги. Тут еще сказывается то, что под Linux программное обеспечение обычно бесплатное и имеет открытый исходный код. И это замечательно. Но программисты, которым платят деньги за их работу, все-таки больше заинтересованы в том, чтобы сделать качественный продукт, который будет удобен для рядового пользователя. Проекты с открытым исходным кодом же пишут энтузиасты. Но зато в этом случае можно самому добавлять новые фичи и фиксить баги, а не ждать, пока это сделают в гипотетическом обновлении. Ох, какой же срач сейчас в комментариях начнется. Но, знаете, я вот начал сейчас получать опыт работы в Linux на десктопе. Ну да, это не совсем десктоп, я имею в виду все-таки Linux с графическим интерфейсом. И мне начинает нравиться. Втягиваться в настольный Linux мне было тяжело. Сразу столько всего нового. Особенно тяжело было выбрать desktop environment. Их существует так много разных. По умолчанию в операционной системе для Raspberry Pi стоит XFCE. Это такая оболочка для слабых компьютеров. Но у нас тут Raspberry Pi 5, и это уже весьма не слабое железо. Изначально я поставил Cinnamon, и мне понравилось. Я все настроил под себя и сидел довольный. Но меня очень уговаривали попробовать KDE. Попробовал, столкнулся с кучей разных нюансов и вернулся назад на Cinnamon. Но вскоре я решил снова попробовать KDE. Все-таки он работает на Wayland, там отлично работает Qt-приложение, нет никаких проблем с масштабированием. Ну и да, меня продолжали уговаривать в чатике моего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь. Но, как я уже сказал, KDE встретил меня различными багами. Вот, например, я решил вывести системный трей, использование оперативной памяти, загрузку процессора, температуру и прочее. Все-таки на подобном железе важно за этим следить. Но изначально у меня там ничего не показывалось. Я, опять же, как модный современный человек, решил прибегнуть с помощью нейросетей. Запускаю курсор-агент, объясняю ему ситуацию и даю права на выполнение вообще всех команд. Пофиг, бэкап есть. И он начинает долго думать и что-то исследовать. И в итоге он мне говорит, что проблема в том, что System Monitor Service не стартует. Ну, точнее, он запускается, долго думает и отваливается. Затем он начинает что-то снова исследовать и говорит, что проблема в плагине, который показывает загрузку процессора. Он его отключает, и все начинает работать. Ну, кроме, соответственно, показывания загрузки процессора. Я пишу об этой проблеме товарищу Лач в нашем телеграм-чате. Он шарит за KDE и даже участвует в его разработке. Он просит меня прислать перф-репорт, а я прошу нейронку сделать этот репорт, с чем она успешно справляется. В результате Лач быстро находит место, где этот плагин уходит в бесконечный цикл. Оказывается, проблема возникает, если из proc kpu-info выводятся в конце дополнительные строки. Лач исправляет проблему, делает pull request в основную ветку, а я беру его ветку, пересобираю этот плагин, после чего отображение загрузки процессора начинает отлично работать. Вот так вот выглядит типичное времяпровождение у линуксоидов. Сам я без нейронки, наверное, никогда бы в этом не разобрался. И с одной стороны это прогресс, а с другой я так совсем обленился и тупею уже. Еще в интерфейсе переключения окон и рабочих столов у меня вместо текста отображались прямоугольнички. Проблема, оказывается, известная и уже исправлена в новой версии Qt. Но я не смог обновить Qt, так что пришлось править верстку этого интерфейса. Опять же, спасибо товарищу Лач за подсказки. Как же я использую эту штуку? Ну, в основном для программирования и администрирования. Например, я прямо тут теперь могу программировать под Famicom, используя при этом полноценный VS Code или курсор. И здесь даже эмулятор есть, в котором доступен полноценный отладчик.
Жалко только, что он занимает весь экран. А интересно, в версии эмулятора под Linux все еще есть мое имя? Ага. Да я даже прямо на этой штуке могу записать картридж. Для этого надо всего лишь подключить дампер в USB, воткнуть картридж и выполнить всю ту же команду MakeWrite, что и под виндой. Картридж пишется. Это очень полезно было бы в свое время на GBX Summer Party. Не нужно было бы таскать с собой ноутбук. Для часов Pebble тоже можно программировать. Правда, мне пришлось повозиться, чтобы адаптировать SDK под ARM процессор. А то он принудительно тянет с собой бинарники под x64. Получилось даже заставить работать эмулятор. Правда, не работает эмуляция JavaScript кода, который выполняется на телефоне. Я собрал в итоге докер-контейнер для всего этого. Ссылка будет в описании. Вдруг кому-то тоже приспичит на ARM под Pebble программировать. Еще, само собой, я работаю по SSH-серверами и прочим оборудованием. Кстати, я очень долго не мог выбрать терминал получше. Хотелось чего-то похожего на то, что есть под Windows. Но ничего такого я не нашел. Да, если кто не в курсе, в Windows 11 сейчас новый эмулятор терминала, очень удобный, с кучей всяких фишечек, и там есть имитация сканлайнов. Все-таки лучшая программа для работы с Linux — это Windows терминал. Шутка. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. В итоге я остановился на Kitty. Внезапно тут вполне неплохо работает браузер. Я думал, что им будет вообще невозможно пользоваться, потому что на Raspberry Pi 4 Chromium просто невозможно тормозит. Ну и что очень круто для самоделкиных вроде меня, благодаря порту расширения можно подключаться, например, по UART к различным устройствам для доступа к консоли. Вот я могу работать с NES Mini или отслеживать процесс загрузки различных устройств. Конечно же, можно перепрошивать разные штуки, можно подключать приемники и передатчики сигналов DU, всякие радиомодули, сенсоры и так далее. Применений очень много. Я только во время монтажа начал экспериментировать с этим портом расширения, и оказалось, что на этот 40-пиновый порт выведено только 4 полезных пина. Остальные или не подключены, или используются для чего-то другого. Ну, по крайней мере, там есть UART и I2C. Ну, а остальное есть на боковом порту расширения. Там тоже много GPIO. Правда, уже далеко не тех, которые выведены на обычные малинки. При всем этом к U-консоли можно подключить монитор и полноценную клавиатуру с мышкой, что превращает U-консоль в хоть и слабенький, но вполне полноценный компьютер, на котором можно продолжить начатую в дороге работу, как с полноценным ноутбуком. Но в первую очередь я все-таки использую U-консоль, чтобы программировать лежа в кроватке. И это гораздо удобнее ноутбука. У них на сайте, собственно, так и написано «For indie game developers and bedroom programmers». Не знаю, почему еще и game developers. Многие, наверное, скажут, ну, здесь же совсем крошечный экран. Ребята, я вам сейчас расскажу про суперсилу близоруких. Нам зачастую удобнее маленькие экраны. Я вот даже не вижу смысла в 4К на телевизоре, потому что я его не вижу. Да, я могу сесть поближе к экрану, но тогда мне придется вертеть головой, чтобы все нормально видеть. А вот 4К на телефоне как раз очень актуально. Но даже там я часто смотрю видео, держа телефон вертикально, чтобы изображение занимало только часть экрана. А если я сниму очки, то экран U-консоли будет мне казаться просто гигантским. Я именно поэтому и не хочу делать лазерную коррекцию. Со своими слабыми очками я могу легко сфокусироваться на деталях, для которых другим людям зачастую нужен микроскоп. Меня гораздо больше смущает то, что экран не OLED. Оказывается, я уже очень привык к тому, что на всех портативных устройствах OLED-экран, а от IPS-матрицы как-то устают глаза. Особенно заметна разница при работе в консоли. Тут очень не хватает идеального черного цвета. Итак, во многих приложениях светлая тема даже смотрится лучше. Тут у экрана стандартный DSI-интерфейс, и я пытался найти аналогичный экран на замену, но только OLED. Но ничего не нашел, везде только ЖК. Возможно, получится проапгрейдиться в будущем. Стоит отметить, что максимальная яркость экрана здесь просто космическая. Через камеру это, увы, не передать. Засвечивают осветители. Здесь 10 уровней яркости, и я обычно ставлю где-то 2-3. Более высокие уровни яркости, скорее всего, понадобятся где-то на улице в солнечную погоду. Но больше всего меня волновало, насколько здесь удобная клавиатура. Все остальные проблемы можно пережить, но только неплохую клавиатуру.
ведь это все-таки почти полноценный компьютер. Сама клавиатура очень приятная тактильно. Клавиши на тактовых кнопках приятно щелкают, находятся на некотором расстоянии друг от друга, так что их легко находить на ощупь, чего обычно не хватает на ноутбуках. Тут еще трекбол вместо мыши. И, в общем-то, это прекрасная идея. Но именно комплектный трекбол постоянно прокручивается. Особенно, если его вращать медленно и вспотели пальцы. В результате бывает очень тяжело попасть мышкой в какие-то мелкие элементы. В интернете советуют просто купить новый трекбол. И даже дают ссылки на Алиэкспресс. Я заказал несколько разных, и за время создания этого обзора они даже успели приехать. И, собственно, сейчас у меня на uConsole стоит уже не родной трекбол. Если приглядеться, он немножечко шершавый. И за счет этого крутится гораздо лучше. Цена вопроса $1. Однако время и нервы уже не вернуть. А вот к расположению клавиш у меня есть некоторые претензии. Напомню, uConsole пытается быть полноценным компьютером. Поэтому здесь важно, чтобы удобно было не только вводить текст, но и нажимать самые разные сочетания клавиш. И желательно, чтобы это было максимально привычно. Здесь с этим есть некоторые проблемы. Местами очень странное расположение клавиш. Вот, например, стрелки вынесли вверх-влево, создав таким образом что-то вроде геймпада. Тут вон даже есть игровые кнопки AB, XY, Select Start. И для игр это действительно удобно, хотя я не понимаю, зачем на этой штуке играть. Из-за этого вот, например, когда нужно нажать Ctrl плюс стрелки, чтобы двигать курсор по словам, левая рука у меня по привычке тянется к клавише Ctrl, потом правой рукой я по привычке тянусь к стрелкам и понимаю, что надо было на самом деле использовать правую руку и нажимать правый Ctrl, потому что стрелки находятся под левой рукой. И так надо зеркалить у себя в голове все сочетания клавиш. Хотя это скорее вопрос привычки, но все-таки минус. Знаете, я встречал людей, которые считают, что на геймпадах крестовина должна быть справа. Еще перенесли некоторые клавиши, которые обычно находятся рядом с Enter. На английской раскладке там всякие символы, так что это не особо критично. Разве что вот эти вот кавычки, перенесенные влево, очень бесят. А вот когда печатаешь на кириллице, на этих клавишах оказываются русские буквы. Всякие Х, твердый знак и точка. Мне показалось. Ладно, всякие Х, твердый знак и точка оказываются сверху. А клавиша с кавычками начинает бесить вдвойне, потому что на ней оказывается буква Э. В результате создается впечатление, как будто вся клавиатура сдвинута вправо, и слепой печати на русском языке приходится учиться заново. Следующая проблема преследует, в общем-то, все портативные клавиатуры, включая ноутбуки. Это дурацкие клавиши FN. Нет, я не требую избавиться от них совсем, это вполне разумный способ вписаться в ограниченное количество клавиш или в ограниченные размеры. Но я не люблю, когда функциональные клавиши вешают на цифры. Они же используются одинаково часто. Здесь вполне можно было бы разместить еще один ряд клавиш. К тому же клавиши FN расположены в нижних углах клавиатуры, где обычно ожидаешь найти Ctrl. В итоге представьте, какой тут происходит твистер пальцами, когда нужно нажать, например, Alt, Shift, F5. А если нужно использовать клавишу Meta, она же Win, то все становится еще сложнее. По умолчанию ее почему-то вынесли на сочетание FN плюс Alt. И это очень странное решение, ведь это модификационная клавиша, и ее надо нажимать через другую модификационную клавишу. Таким образом, становится невозможно нажать, например, Meta плюс 1, ведь 1 превращается в F1. Но я не просто так сказал по умолчанию, это же open-source проект. Так что схема есть в открытом доступе, как и исходные коды прошивки. К тому же на плате клавиатуры есть все для разработки. Микро-USB-порт для тестирования и прошивки на обычном компьютере, переключатель, который принудительно запускает bootloader, и даже порт, куда вывезен Word для отладки. Сначала я хотел просто отредактировать оригинальный код прошивки, но оказалось, что он написан на, прости господи, STM32 Duino и имеет кучу огромных зависимостей. Так что я поступил в своем репертуаре. Взял и написал свою прошивку с нуля, которую использует только Кубик и Хау. Ну а что, нужно же просто опрашивать кнопки и отправлять их в состояние по USB. Ну ладно, не совсем просто, но схема есть, ничего реверсить не надо.
Там матрица 8×8, которую надо сканировать. Еще 17 кнопок подключены индивидуально, их можно нажимать одновременно. Еще 4 датчика Hall, которые работают с трекболом, и да, еще светодиоды для подсветки. Таким образом, получилась прошивка, которую можно собирать и прошивать непосредственно на U-консоль, экспериментируя с настройками прямо на ходу, что очень удобно. Да, можно было бы использовать QMK, но я предпочел минимализм и свои собственные решения. Что я в итоге сделал? Возможность задать несколько режимов с разной раскладкой клавиш. Нажимаем, например, 2 Ctrl и единичку, у нас включается обычный режим. Нажимаем 2 Ctrl и двойку, и кнопки переназначаются. Вот эти кнопки становятся кнопками виртуального игрового контроллера. Ну, то есть включается игровой режим. Еще я сделал ускорение курсора мыши при быстрых движениях трекбола. Правда, я до сих пор экспериментирую с коэффициентами скорости и ускорения, чтобы можно было легко и попадать мышкой в мелкие элементы и перемещать курсор из одного конца экрана в другой одним движением. Еще я сделал, чтобы по двойному нажатию на точку запятой печатались кавычки. А на русской раскладке это, соответственно, по двойному нажатию на «Ж» печаталась буква «Э». Сделано это банально для того, чтобы не тянуться в левую часть клавиатуры. А реализовано это через имитацию нажатия кнопки Backspace и соответствующей клавиши. Аналогично сделал, чтобы по двойному нажатию на «З» печаталась буква «Х». Тут уже все сложнее, потому что это нужно только на русской раскладке. Ведь на английской раскладке здесь буква P, которая в английском языке часто бывает двойной. Вот как в таком случае поступить? Клавиатура ничего не знает, что там происходит в системе и какая сейчас активна раскладка. Сделать это на уровне софта звучит разумно, но я написал скрипт, который через кастомный хит-репорт отправляет в клавиатуру номер текущей раскладки. Да, это костыль, но работает очень стабильно и легко реализуется. Сделал еще режим FN-Lock, при включении которого функциональные клавиши заменяют цифры на постоянной основе. Это очень удобно, когда нужно часто использовать F-клавиши, чтобы не нажимать FN. Еще я сделал горизонтальный скроллинг помимо вертикального. На заводской прошивке и вертикального-то нет, это уже в обновлениях добавили. Так что просто зажимаем FN и трекболом скроллим в любом направлении. Мне очень не хватало горизонтального скроллинга. Ну и само собой, я многие клавиши переназначил так, как мне удобно. К счастью, здесь есть игровые клавиши, которые вне игр можно использовать в каких-то своих целях. Так я продублировал левую и правую кнопки мыши на X и Y, благодаря чему стало возможным использовать трекбол только одной правой рукой. Назначил кнопку Meta на кнопку B, благодаря чему ее стало очень удобно использовать в сочетании с другими клавишами. А на кнопку А я назначил Enter, чтобы можно было подтверждать действие кнопкой А, как это сделано на консолях Nintendo. Ну и назначил несколько клавиш с нампада, которые часто используются в Fare и других файловых менеджерах. Это минус, плюс, слэш и звездочка. Стало гораздо удобнее. В принципе, я могу переназначить любые клавиши, но все-таки хочется, чтобы они соответствовали надписям на них. Вот бы сделать свою резинку на клавиатуру со своими надписями. Но я не знаю, где такое можно заказать. Если кто-то из вас знает, то пишите в комментариях. Вообще, очень многие проблемы решились бы, если бы тут сзади были кнопки-триггеры, как на игровых контроллерах. Можно было бы на них назначить FN, Meta и кнопки мыши. Удивительно даже, что люди как только не модифицируют ее консоль, делают из них каких-то монстров, напичканных железом. Но вот сделать дополнительные кнопки сзади вроде еще никто не догадался. А знаете, я попробую сделать их сам. Вот только уже не в этом видео, а то оно выйдет еще на 2-3 месяца позже. Так обычно и бывает, что я хочу сделать что-то еще, о чем можно будет интересно рассказать. И видео откладывается и откладывается. Поэтому видосы так редко выходят. Как обычно, я выложу эту прошивку у себя на GitHub абсолютно бесплатно. Причем все вышеописанные функции и назначение клавиш легко настраиваются в простом текстовом конфиге. Не надо для этого разбираться в программировании. Ссылка будет в описании. Так, о чем еще рассказать? Время работы от батареи. Конечно, это сильно зависит от компьютер-модуля, от того, для каких задач вы используете U-консоль и от емкости установленных аккумуляторов. В моей конфигурации и при моих задачах эта штука живет где-то часа 4. Тут есть датчик тока на батареях, показания которого можно вывести в трей.
И таким образом можно контролировать, какие действия как влияют на скорость разряда. У меня при моих задачах обычно показывается где-то 1,5-2 ампера. И зная емкость аккумуляторов, можно легко рассчитать, насколько в таком режиме еще хватит батареи. У меня стоит 2 аккумулятора по 3500 мАч. Но вот насколько честно китайцы пишут эти числа, вопрос хороший. Я пробовал замерять их емкость, и всегда получается меньше, чем на них написано. При токе разряда в половину ампера у меня получилось 2800 мАч вместо 3500. Именно из-за этих тестов к началу съемок у меня были в ноль разряжены аккумуляторы. Аккумуляторы тут включены параллельно, так что в принципе можно один из них вытащить и все продолжит работать. Только время работы, соответственно, уменьшится в 2 раза. В интернете даже пишут, что таким образом можно на горячую заменять аккумуляторы по одному. Правда, для этого надо открутить 4 винта и оторвать термопрокладку. Тут внутри достаточно много свободного места, так что при желании можно поставить батареи на больший объем. В интернете пишут, что некоторые люди ставят батареи аж на 10 тысяч мАч. Возможно, я тоже попробую это сделать. Главное, чтобы вес устройства не слишком увеличился. Мне это гораздо важнее. Так-то, если я надолго выбираюсь из дома, я просто пауэрбанк могу с собой взять. Кстати, о весе. Весит ее консоль 600 грамм. Для сравнения, Nintendo Switch весит 400 грамм с небольшим. А мой царь Powerbank весит 500 грамм. Греется ли сей гаджет? Да. Использовать корпус в качестве радиатора – это весьма интересная идея. И, в принципе, она действительно справляется с этой задачей. Но не на Raspberry Pi 5. Она греется сильнее. И надо эту штуку как-то модифицировать, чтобы охлаждение было лучше. Возможно, я даже поставлю сюда вентилятор. Но, опять же, уже не в этом видео. Минутка самопиара. Чтобы отслеживать температуру, заряд аккумулятора и прочее, я написал достаточно серьезную программу на Python. Называется Penguin Metrics. Она отслеживает самые разные показатели в Linux и отправляет их в MQTT и Home Assistant. Можно отслеживать загрузку процессора, памяти, место на дисках, сетевую активность, заряд батареи, температуру, систем-D-сервисы, процессы, докер-контейнеры и прочее. Все это очень гибко настраивается в конфиге. Можно еще и включить автообнаружение по маске процессов, сервисов и докер-контейнеров, чтобы они при появлении в системе сами добавлялись в Home Assistant. Ну и то, как они отображаются в Home Assistant, как выглядят эти устройства, тоже можно настроить. Почему именно Home Assistant? Да потому что так проще. Не надо ставить какую-то громоздкую графану, при этом удобно все видеть в одном месте, рядом с остальными домашними сенсорами. Еще можно очень легко создавать автоматизации. Например... Внимание! На дополнительном диске сервера заканчивается свободное место. Еще в Home Assistant достаточно удобные инструменты, чтобы смотреть графики и статистику. Ну и Home Assistant у многих людей уже установлен. Звучит так, как будто я сейчас назову цену. Но нет, я, как обычно, делаю все для вас бесплатно. Исходники есть на GitHub, лицензия GPL 3. Но вы меня можете отблагодарить, подписавшись на мой Boosty, Patreon, GitHub Sponsors или просто задонатив. Так и видосы будут чаще выходить, ведь я буду меньше тратить времени на свою основную работу. Ну и я все-таки столько лет на вас бесплатно работаю. Ссылки будут в описании. Про звук. Как вы уже видели, здесь внутри 2 маленьких динамика, которые очень странно расположены. Так что, можно сказать, здесь даже нет стереозвука. Плюс к этому под них нет никаких отверстий. Они звучат куда-то внутрь, в крышку, и звук выходит разве что через щели. В общем, этот встроенный звук годится разве что для уведомлений. А если вам нужно нормально работать со звуком, можно подключить проводные или Bluetooth наушники. К тому же у наушников обычно есть микрофон, который бывает весьма полезен. А при подключении по HDMI можно даже выводить звук 5.1. Не знаю, правда, зачем. О чем еще рассказать? Многие наверняка спросят, а какие игры здесь можно запустить?
Ну, знаете, это хоть и позиционируется как устройство для разработчиков игр, и здесь есть кнопки, как на игровых контроллерах, ну, это все-таки явно не устройство для игр. Да и с играми под Linux всегда было туго. Так что приходится, как обычно, довольствоваться играми на open-source движках, типа Doom, Quake, Duke Nukem 3D, Descent, ну и эмуляторами, конечно же. Не, у меня получилось здесь установить и запустить Steam через трансляцию x86 инструкций и функции Windows, но все это дико тормозит. Doom и подобные игры и так можно запустить где угодно. Из преимуществ тут разве что то, что не надо искать какую-то специальную версию игры под uConsole. Тут обычный Linux, и можно тупо скачать какой-нибудь GZ Doom или другой порт с официального сайта и играть. Только в отличие от запуска Doom на всяких кофеварках, GZ Doom это все-таки весьма навороченный порт с улучшенной графикой, динамическим освещением и всем таким. Ну и помимо всего, тут есть клавиатура, а соответственно можно набрать IDDQD. Но стоит отметить, GZ Doom работает только в режиме OpenGL ES. OpenGL 3 версии на uConsole не работает, а Vulkan дико тормозит. На малинке используется GPU Video Core 7, и драйвер Vulkan под него еще очень сырой. Вот на Orange Pi стоит Mali, и там на апельсинке все просто летает. В общем, на uConsole ждать крутой 3D графики не стоит. Quake работает отлично. И тут надо сказать, что внезапно играть в 3D-шутере на трекболе очень даже удобно. Конечно, это не мышка, но уж точно удобнее стиков. Но в пень Doom и Quake. Больше всего я люблю Duke Nukem 3D. И тут особо рассказать нечего. Тоже удобно играть на трекболе, тоже все отлично работает. И тоже удобно пользоваться клавиатурой, чтобы, например, быстро переключать оружие. Еще я очень люблю Descent. Это игра моего детства. В ней 6 степеней свободы. Можно перепутать вверх и низ. Мне очень нравится изучать эти коридоры, но я так ни разу и не прошел ее без читов. Она всегда казалась мне очень сложной, даже на самом легком уровне сложности. К 8 уровню враги становятся совсем лютыми. Хотя во многом проблема в управлении. Уж очень много клавиш тут используется. Хватит ли их на uConsole? Так, на крестовину можно назначить вперед-назад, стрейф по горизонтали, на кнопке LR движение вверх-вниз, тут стрельба, на трекбол управление, тут второе оружие, поворот по горизонтали, например, так. Нет, не хватает тут кнопок. Ну, точнее, назначить так можно, понятно, что клавиш много, но двумя руками просто никак не успеваешь до всех дотянуться. Опять же, ситуацию спасли бы дополнительные кнопки под указательные пальцы. Думаю, что если уж и играть на консоль, то в какие-то неторопливые игры, для которых нужна клавиатура. Например, игры на программирование вроде TIS-100 или старые квесты от Sierra с текстовым вводом. Быть может, я так наконец-то пройду Space Quest 3 через ScumVM, который тут отлично работает, кстати. Конечно же нет, я не буду тратить на это свое время. Ну и эмуляторы. Тут сказать особо нечего. Отлично эмулируется первый PlayStation, вообще не тормозит. Хотел попробовать эмуляцию второй по приколу. Собрал эмулятор, но похоже, что ему опять же не нравится старая версия OpenGL. Ну то есть он вообще не запустился. Ну и для второй PlayStation в любом случае уже необходимы аналоговые стики, когда на первой они опциональны. Игры заточены нормально работать на крестовине. Но тут вместо крестовины на самом деле 4 отдельные кнопки. И мне это не нравится. Аналогично я ненавижу крестовину на Nintendo Switch. Но есть люди, которым это наоборот заходит. Тут дело вкуса и привычки. Само собой, работают и все предыдущие поколения. NES, SNES, Game Boy Advance и так далее. Но, опять же, для многих платформ не хватает сзади кнопок триггеров. Ну камон, если я захочу поиграть в Game Boy Advance, то я возьму Game Boy Advance. Ну или Game Boy Advance SP. Или Game Boy Micro. Или, если уж совсем упороться, то можно взять Nintendo DS. Ну или даже... Надо снять видео. Тихо слог. Надо снять видео. Сними уже видео. Тихо слог. Сними уже видео. Надо снять тихо слог. Полаку.
В общем, этот девайс для тех, кто развлекается не играми, а программированием. Ну или пердолингом с Linux. Насколько этот гаджет хорош? Ну, зависит от того, как его рассматривать. У него много недостатков и недоработок. И если бы он был один из многих на рынке, то я бы раскритиковал его в пух и прах. Но у него практически нет аналогов, разве что какой-нибудь GPD Win. Но он создан для совсем других целей, и клавиатура там еще более сомнительная. Так что да, недостатки есть, но для любителей программировать и админить всегда и везде это просто потрясающее устройство. Ну и к тому же стоит не забывать, что это именно конструктор типа «сделай сам», с открытым кодом, чертежами и схемами, что позволяет его дорабатывать, модифицировать, апгрейдить. Я надеюсь, что когда выйдет Raspberry Pi 6, она будет тоже совместима с этим устройством, и я сразу же перейду на нее. Ну, а на этом, пожалуй, все. С вас лайки, дизлайки, подписки, вот это вот все. На телеграм-канал тоже подписывайтесь, там у нас в чатике бывают весьма интересные и веселые обсуждения. С вами был Кластер, пока.